Короче, ребята, вселенная расширяется, энтропия растет, все стремится к хаосу. И я тоже. Заболел зуб, короче, пришлось вырвать. Вырвал, естественно, с осложнением. Проболел всю неделю, даже в гараж не ходил. Но у заказчиков ничего не болит, поэтому пришлось брать работу на дом. Конечно, мелкую, для маленьких станочков. Так что сегодня покажу пару-тройку, так сказать, домашних заданий и будем точить мелкие пиптики. Так, это шток амортизатора от какой-то техники, по-моему, от мотоцикла. И попросили завтулить вот эту вот крышку, видите, она болтается. Износился уплотнитель, или как он там называется. Весь амортизатор в сборе очень дорогой, поэтому вот байкеры колхозят. Такая гильзочка, она сама по себе стальная, но с напылением из медного сплава и еще покрыта тефлоном. В общем, попросили завтулить бронзовую втулку сюда, да, вместо этой. Я лично сомневаюсь, что она долго прослужит, но желание заказчика закон. И вон, смотрите, шток амортизатора, главное, не 14 и 0, а почему-то сделан в минусе 5 соток. То есть такую развертку будет не найти. Они же новые идут все в плюсе, H7, там H8, H9. Вот эта стальная втулка имеет толщину стенки где-то 1 мм. Это мало для латуни или бронзы, то есть надо будет расточить и сделать, чтобы стенка была потолще. Ну, латунь мы сразу отбрасываем, она как бы не пойдет. А заказчик подогнал вот такой кусочек бронзы, якобы браш. Вот она даже по цвету отличается от латуни, да, она более красная. Но потом обрабатывать будем, увидите, что там стружку дает вообще сливную, как медь. Так, толщиной 18 мм. Ну, где-то втулку можно сделать 17,5. Давайте сделаем оправочку и извлечем старую втулку. Да, запрессована была вообще жестко. Так, ну сама крышка алюминиевая, а втулка стальная, может из нержавейки. Вот кому интересно, даже маркировка есть. И она, главное, не цельная, а разрезанная. Так, длина 11,8. Так, а отверстие в крышке, ну, наверное, 16 ровно. Штангелем не померить никак, показания скачут. Давайте попробуем вот этой вот штучкой. Кое-кто их сильно нахваливал. Смотри-ка, точно 16 ровно. Ну что ж, растачиваем и завтуливаем.
Натяг сделал где-то 2-3 сотки, сама она не выпадет. Так, сейчас главное не провалить посадку, поэтому последние проходы делаем вообще без поперечной подачи, на одном месте. Выхаживаем, как на шлифовальном. Ну вот, скользящая посадка H по H. Следующая вещь, вот такая цанга из желтого металла. Это цанга для вольфрамового электрода, для сварочной горелки TIG. Давали образец, ну я его отдал и потом нарисовал вот эту модельку уже по памяти. Что-то я как-то раньше цанги не делал сам. Она мне показалась довольно интересной. Вот здесь две конические поверхности, да, и вот эти пазы профрезерованы. Ну, на производстве, конечно, такая делается на ЧПУ с одного установа, что, в принципе, логично. Этим достигается отсутствие биений вот этих конических поверхностей. А в наших условиях, то есть в условиях единичного производства, у нас такая проблема. После нарезки резьбы как крепить для фрезеровки вот этих пазов. Ну, я думаю, что-нибудь придумаем. Это чертеж, если кому интересно. Ну, деталька, как видите, очень маленькая. Размеры без допусков, плюс-минус лапать. Ну, или сколько я там намерил штангенциркулем. Ну, вот вроде деталька простая, а 2 операции и около 10 переходов. Делать будем из латуни сыпучки LS59. И все бы ничего, но я на своем маленьком китайце снял малую продольную и поставил быстросменный ресодержатель, а обратно переделывать все разбирать неохота. Так что у меня сейчас только поперечный лимб, а на продольной ни линеек, ни лимбов, ничего больше нету. Как будем мерить и выдерживать размеры, не знаю. Точим наружный диаметр резьбы немножко в минусе и канавку для выхода резца, хотя резать будем плашкой. Сейчас коническая поверхность 60 градусов, просто резцом с угловой заточкой. Так, другой конус почему-то 70 градусов от вертикали, не знаю почему. Выставляемся на глаз по плиткам. Резьбу М8 режем тупо плашкой, потому что это все-таки не инструментальная цанга, и биение резьбы не имеет значения. Так, сейчас центральное отверстие. Сверла 3,1 я не нашел, поэтому просверлим на 3 и развернем разверткой 3H9.
Токарка готова, сейчас нужно профрезеровать вот эти пазы или лыски под ключ, не знаю. А вот эту прорезь или разрез заказчик сказал не делать, он якобы потом сам ножовкой пропилит. Пилите, Шура, пилите! Так, как закрепиться за резьбу? Ну, я ничего лучше не придумал, как нашел такую гайку от УСП. Да, и мы сейчас просто вкрутим туда эту цангу, затянем посильнее и будем молиться, чтобы он ее не провернуло. Просто глубину резания будем делать маленькую и подачу в направлении затяжки резьбы. Ну вот, в принципе, готово. Если бы попросили сделать прорезь, да, пропил, можно было бы вот так вот вкрутить в ту же самую гайку, но только поставить вертикально. И вот так дисковой фрезой аккуратненько пройтись. Да и лыски можно было профрезеровать при таком же закреплении. Но это как-нибудь в другой раз. Окей, следующая вещь, это вот этот вот старый советский резец. Ну, мы им пользовались, он как бы точит, но не очень хорошо. Шероховатость повышенная, дробит. Пластинка где-то 12 на 12. И у него, видите, вот эта пластина прижимается таким клином. Это считается самое простое, как бы технологичное с точки зрения изготовления, но самое ненадежное, плохое крепление. И у него, видите, вот эта посадочная площадка, да, что-то как-то разбита. И там конкретный зазор под ней, под опорной пластиной. Да и сам клин стоит как-то наперекосяк. Давайте разберем его, посмотрим, что можно сделать. Вот этот штифт с какой-то сферической головкой просто вставлен в отверстие, да. Сказать, что выглядит ненадежно, просто ничего не сказать. И посмотрите, как обработана площадка для резца. Она просто фрезерованная, по-моему, дисковыми фрезами и конкретно завалена. Кто там ругает, все китайское. Вон наши вообще не парились. Так, ну сейчас зачистим вот эти заусенцы. Тут зачем-то ободрали на наждаке. Видимо, затирал постоянно. И вот этот клин тоже какой-то неправильной формы. Тут какая-то выработка. Прижимался, пластина прижималась как-то вот так. Короче, тоже надо будет переделывать. Углы почему-то не подходят к самой державке. Ни тот, ни другой. Может быть, даже клин не родной. Окей, давайте выставляться. Плоскость вот этой опорной площадки наклонена вот в этой плоскости. Ну, наклоняют по-разному, где-то на угол там от 4 до 8 градусов. Но чтобы нам ее получить, нужно наклонить державку в двух плоскостях. Но глобусных тисков у меня нет, а есть вот такие лекальные, да, синусные. Они, кстати, весьма удобные, потому что у них длина между валиками 100 мм, и поэтому очень легко вычислять высоту вот этих плиток. Просто синус нужного угла умножаешь на 100 и получаешь высоту. Ну и вот наклоняем в одной плоскости самими тисками, а в другой вот поворотом самой державки в губках. Можно, конечно, измерять, вычислять углы, но проще всего просто обкататься индикатором. Державка закалена, поэтому фрезеруем твердосплавной фрезой. Ну вот опорная пластина режущая сели плотно, но остаются какие-то зазоры, да, не прилегает вот этот клин, и винт почему-то мешается, уже отверстие как бы не подходит на тоже все это дорабатывать. Я фиг знает, как он работал раньше, и люди работали раньше до нас еще, тут вообще ничего не подходит. Ну давайте развернем этот клин, может так подойдет. Еще хуже стало. Фрезеровать будем на тех же синусных тисках, только угол другой подберем. Изменим угол вот этого клина, да, подчистим эту площадку. И нужно будет еще доработать отверстие, сделать его овальным.
что, огонь? Огонь. Никаких зазоров, все плотненько. Короче, поработает еще. А на сегодня это все. Увидимся в следующий раз.